Здравствуйте, в этом видео я расскажу про сервис для массовой проверки типа микроразметки по списку URL. Данный сервис разработал я. Меня зовут Алексей Солтек, SEO-специалист. Данный сервис позволяет определить правильный тип микроразметки по списку URL. То есть мы список URL получаем на основе кластера запросов, что является наиболее верным. Либо там по поисковой выдаче, то есть берем по определенному запросу список урлов и определяем, какие типы микроразметки чаще всего встречаются. На основе типа микроразметки можно определить тип страницы, тип документа и, соответственно, подстраивая свой документ также с помощью микроразметки, можно показать поисковикам, что вот данная страница соответствует тем же типам микроразметки, тому же типу страницы с помощью вот микроразметки показать это поисковикам. Данный сервис можно использовать для постановки ТЗ, для верстальщика программиста, чтобы они внедряли определенный тип микроразметки. Рассмотрим на примере кластера запросов. Берем, например, в key-коллекторе определенный кластер запросов, то есть выделяете там, например, определенные группы категорий, да, то есть у вас есть там разобранная семантика, выделяете, то есть на примере key-коллектор. Здесь выделяем через Shift все запросы, сравнить выдачу, у меня уже это сделано. И получаем список урлов, которые чаще всего встречаются по группе запросов. То есть не конкретный запрос мы рассматриваем, а именно с помощью кластеризации мы находим те урлы, которые чаще всего встречаются в топ-10 по запросам. То есть это будет наиболее верной стратегией по определению, то есть URL. То есть можно это скопировать в какой-то блокнотик, либо сразу перейти в сервис, вбить эти запросы. Вот сервис выглядит так. Ссылочку прикреплю в видео в описании. Можете перейти. То есть нужно будет зарегистрироваться вам. Тут регистрация простая. Данный сервис бесплатный. Вот. Можете просто зарегистрировались, добавили список урлов, нажали анализировать. Получается такой вот результат. То есть мы увидим URL, типа перечисления типов микроразметки, которые у них есть. Где-то нет микроразметки. И здесь ниже встречаемость. То есть уникальность сервиса в том, что мы можем отсортировать по встречаемости и увидеть самые встречаемые микроразметки. То есть я вижу, что хлебные крошки используются, список, значит, это категория какая-то, продукты, значит, это получается список продуктов, да, каких-то, то есть мы видим, значит, компания, организация, то есть это коммерческая страница, то organization. Кстати, если вот пишется HTTP и HTTPS, можно просуммировать, но лучше использовать наиболее встречаемый. Что HTTP, что HTTPS, поисковики, они понимают, что все равно микроразметка шема указана, и можете использовать данные микроразметки все равно, то есть грубо говоря, суммируйте. Я это оставил для того, чтобы понимать, что чаще можно использовать, то есть программисту писать именно вот так лучше. То есть если наиболее встречаемое именно HTTPS, HTTP, значит лучше так прописывать. То есть мы внедряем максимум микроразметки, которые есть. То есть мы и картинки размечаем, и организацию, и навигацию меню размечаем, и список размечаем, хлебные крошки помечаем. То есть мы даже на основе микроразметки понимаем, что должны быть на странице хлебные крошки, список категорий, то есть какой-то. То есть это уже типизация блоков идет на основе просто даже микроразметки. И поисковик, когда увидит все эти большинство микроразметок, он поймет, что здесь реально список товаров какой-то организации, есть картинки, есть хлебные крошки, есть меню. То есть на основе вот такой аналитики можно, то есть агрегация предложений, то есть какая-то цены, значит, опять же должны быть оффер, это значит цены. То есть можно даже проанализировать, то есть на основе этого внедрять данные, то есть показать, какие типы микроразметки есть. Можно пойти, если у вас key-коллектора нет, пойти другим путем. То есть мы, например, вбиваем какой-нибудь там запрос, мы эту статью решили написать, да, там как сделать ремонт в квартире.
То есть били там в Яндекс, тут видно, кстати, можно внедрять определенные там виды, но это уже типизация страниц на основе блок. То есть тут мы видим, что здесь картинки, видео должно быть на странице. Ну, тут, конечно, выходит больше видео, то есть трафик привлекает. Но есть и статьи. Тут опять же Google. В Гугле можем видеть, какие преобладают, то есть вопросы какие-то отвечать. Надо, можно брать, кстати, эти запросы. У меня есть также в сервисе букмарклеты. Сейчас вам открою, покажу. Здесь в букмарклетах можете скопировать копирование выдачи. Сейчас где-то вот, скопировать выдачу из Яндекс Google. Добавлять это все сюда. И вот чудесным образом мне вот скопировать выдачу. Копируешь, вставляешь вот блокнот, к примеру. И потом еще там копируешь там, с Гугла, например. И получается у нас список урлов. Закидываем этот список урлов сюда, в этот сервис. Массовая проверка типа микроразметки. Она здесь находится в списке, где инструмент. И здесь мы видим также, вот он пропарсила все эти типа микроразметки и сортировала. То есть это информационный запрос, но мы видим, что персона, то есть опять же это эти факторы, да, то есть экспертные, то есть должен быть какой-то эксперт стоять, больше как новостная статья размечается, картинки обязательно должны быть, комментарии, меню размечено, то есть организация желательно, чтобы это публиковала, то есть какой-то эксперт от организации, хлебные крошки. Список может быть каких-то, там может быть организации, конечно, статья, но здесь больше даже встречается, хотя и так, то есть news article 3, если мы считаем article тоже 3, то есть можно разметить, если вы новостную пишете статью, тему там, да, как сделать ремонт в квартире, хотя это более вечно зеленая такая тема, здесь лучше наш article даже использовать. Организация, News Media Organization, какой-то так, сайт, ну, это, соответственно, разметка навигации и меню. Ну, это футер, но это можно использовать, конечно, но это, походу, автоматическая разметка с этого WordPress. То есть вы просто вбиваете, на основу этого можно скачать это все в Excel, потом ставить там в документ какой-нибудь. Вот, смотрите, так. Это просто вы копируете, например, в Word документ, в ТЗ, там, программисту, и у вас готовый ТЗ на внедрение микроразметки. Но нужно учитывать, что либо мы берем какой-то отдельный запрос, либо кластер запросов, иначе, если, например, вы добавите урлы, где выходит там информационка, и урлы, которые где коммерческая какая-то составляющая, да, вы смешаете эти урлы, и у вас получается белиберда, у вас здесь будет и новостные какие-то там статейные, да, разметка, и продукт там и так далее. То есть вы, получается, смешаете типы микроразметки, и то есть это будет неэффективно, и что внедрять? То есть, если реально по запросу выходит там и коммерция, и то есть и продукт, и артикл, значит это какая-то статья про подборку товаров, то есть обзорная статья. То есть на основе типов микроразметки можно понять, о чем даже писать, что там должно присутствовать. То есть комментарии сделать там и так далее. Вот такой вот микросервис. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. У меня также есть телеграм-канал, можете переходить, подписываться, периодически публикую эту информацию. Всем спасибо, до свидания.